Приветствую вас на 7-м дне моего челленджа, где я в течение недели каждый день рисую сюжет в честь весеннего светлого праздника Пасхи. Мои работы за предыдущие дни. И сегодня уже 7-й день, а значит день заключительный. Но я подумала и в конце расскажу вам о сюрпризе, который я придумала. А также поделюсь, чему мне удалось за эти дни научиться, поскольку суть этого челленджа для меня была в том, что я рисовала цветными карандашами. Материалом для меня новым и совершенно незнакомым. Так вот, чему я за 7 дней, пользуясь практикой, опытом, наблюдениями научилась, расскажу вам в конце, после того, как нарисую 7-й натюрморт, поделюсь. И вообще, был ли он для меня полезен, или я очень устала и больше никогда в жизни не захочу. Итак, 7-й день. Я буду рисовать последний натюрморт, который остался в журнале, из которого я рисовала. И это вот такой веночек из скорлупок, в котором есть свечки, которые, кстати, плохо видно, но, наверное, придется на рисунке это исправить, и цветочных композиций. Ну, вроде бы несложный, так что, наверное, сегодня я прям отдохну. И для начала я приступлю к карандашному наброску на новом листке моего скетчбука. Сделала набросок, приступаю к цветным карандашам. Также я хочу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что на канале видео все выходили с перерывом в несколько дней, тем не менее для меня это был каждодневный челлендж. И сегодня у меня, например, 9 апреля. Просто мне пришлось делать это все заранее, для того, чтобы я точно успела видео обработать. Ну и плюс для того, чтобы в ленте вам не было так скучно каждый день смотреть на примерно одно и то же. Итак, давайте подведем итоги. Я себе тут даже записала немножечко по пунктам. Что же мне дала эта целая неделя рисования цветными карандашами? Дала ли она мне что-то вообще? Ну, во-первых, это было действительно сложно. Находить каждый день время, силы, энергию на то, чтобы брать в руки карандашики. Материал исключительно непростой для меня. И конкретно я так понимаю, что полихромос карандаши от Faber-Castell, они достаточно жесткие. Когда я давным-давно выбирала себе набор карандашей, который я возьму, я остановилась на них, почитав отзывы о том, что они позволяют очень хорошо друг на друга наслаиваться и делать тонкие переходы и градиенты. Тогда меня это интересовало больше всего. Ну, в таких простых работах, таких вещей, как тонкие градиенты, наверное, скорее нет. Это нужно для естественных рисунков, когда вы пытаетесь передать объект с фотографической точностью. Вот там это важно. И там, безусловно, вы рисуете на специальной бумаге, на которой и принято рисовать карандашами, а не на моей исключительно гладкой, очень мягкой, довольно тонкой. Здесь количество слоев этих карандашей исключительно мало. Если я плотным слоем наношу один карандаш, второй поверх я уже практически не могу нанести. Ну, исключение составляют, если это темный карандаш и если он очень хорошо заточен. Как вы видите, я затачивала карандаши редко, только когда мне нужно это для деталей. Ну, потому что, во-первых, не вижу смысл их лишний раз стачивать ради композиции, где детальность не так критична. А во-вторых, мне нравится рисовать и пытаться найти правильный угол наклона карандашиков, потому что вот даже вот этот он тупой, но в некоторых моментах он, вы видите,
остренький. И, в принципе, карандашики можно затачивать, стирая нужное количество грифеля. Можно это делать также с помощью наждачной бумаги и специальных стерок. Но я редко этим пользуюсь, только если мне прям вот уже очень нужно, карандаш совсем тупой, тогда я прибегаю к затачиванию цветных карандашей. Значит, во-первых, эта бумага требует очень аккуратного обращения с нажимом. И для того, чтобы лучше всего прорисовать тень, лучше даже не нажимать один раз сильно карандашом, а пройтись несколько раз, слегка штрихуя. А на это нужно терпение, и на это нужно время. Это сложно. Во-вторых, я превосходно научилась пользоваться клячкой для того, чтобы убирать лишний тон цвета. Например, это очень помогает, если вы перетемните где-то объемный объект, как вот яйцевидные формы. У меня тут они были частыми объектами для штриховки. Так вот, блик элементарно можно сделать с помощью клячки. И вообще цветной карандаш достаточно хорошо стирается, и это большой плюс, и это тоже может помочь в работе. В-третьих, я, безусловно, лучше узнала цвета своей палитры, поняла, каких мне в ней не хватает, несмотря на то, что у меня огромный набор. Все равно некоторых цветов здесь, конечно, нету, например, мятных очень мало. И это поможет мне лучше понимать, какие карандашики мне стоит докупить, если я вдруг займусь этим делом всерьез. Спойлер. Я вообще начала рисовать цветными карандашами по причине того, что, во-первых, они у меня лежат, и материал, если долго лежит, может испортиться. Я уж не знаю насчет цветных карандашей, но, в общем, лучше использовать то, что у вас есть здесь и сейчас. Не оставлять это на какое-то неизвестное потом. А во-вторых, мне очень хотелось попробовать карандаши других марок, а понять, нужно ли мне их покупать, я не могу, потому что пока я не пойму, что у меня уже есть из карандашей, насколько мне их хватает, я не могу понять, что же мне еще нужно и какое оно мне нужно. Но вот полихромосы оказались достаточно жесткими карандашами, поэтому надо искать что-то помягче. А еще я научилась такому приему, как сразу покрыть нужным фоновым цветом все элементы рисунка, что значительно ускоряет время. Так я пользовалась этим приемом вчера, позавчера, но вот сегодня у меня все шло как-то очень медленно и степенно, и я не наносила цвета везде, то есть я не рисовала одинаковые цветки в нескольких сразу местах, я как-то делала друг за дружкой, и это очень и очень увеличило время работы. Но кроме того, что научилась наносить подложку фоновую, я поняла, что иногда легче наоборот нанести сперва темный тон там, где это нужно, там, где вы точно знаете, что будут тени, а потом спокойно пройтись по нему светлым тоном. Темный тон практически не размазывается, по крайней мере в полихромусах, и вы получаете сразу хорошие глубокие тени, потому что тени нарисовать поверх светлого карандаша вторым, третьим, четвертым слоем уже невозможно. Так что иногда проще наложить первыми тени. Ну и, безусловно, я натренировалась вдоволь в том, как рисовать форму лица и как класть в ней тени. Хотя это, конечно, все еще криво, и я не везде учитывала какие-то тени от соседних предметов и цветовые блики, которые должны быть переданы. Все-таки я старалась здесь упрощать, поскольку это карандаш. В общем, для меня этот челлендж был труден, сложен, долг. Потребовало очень много терпения, сосредоточенности, но интересен. Работами я рада. Все они получились для меня яркие, как мне нравится. Все в тему моего настроения. И я рада, что я потратила на них время и силы. И да, я узнала материал, который хотела узнать, намного лучше. Это было моей целью, и она оправдана.
Ура! Я завершила свой 7-й рисунок и закончила таким образом свой недельный челлендж, в течение которого я каждый день рисовала пасхальный рисунок цветными карандашами. На самом деле, как я обещала сказать, у меня для вас еще маленький сюрприз. Это будет не последний мой рисунок карандашиками на эту тему в честь самого праздника. И поскольку еще целый разворот остался пустым, я нарисую еще одну композицию уже вне рамок челленджа, просто для себя, и чтобы как-то все свои навыки сгруппировать. Ну и хочется мне еще что-то взять из головы, придумать самой. Так что эта страничка остается для этого, и завтра я заполню ее тоже. Вот прям хочется еще довести форму до идеала. Спасибо вам большое, что были со мной в этом путешествии. Я надеюсь, что я не утомила вас бесконечными таймлапсами процессов, потому что процессы очень медленные. Я буду учиться как-то это все по-другому, что ли, снимать, по-другому обрабатывать. В общем, спасибо, что были со мной. Для меня это важно. Я надеюсь, что вам тоже было интересно. Жду ваших весенних работ. Уверена, они будут прекрасные. Еще раз увидимся с карандашиками через несколько видео. Вот. И всего вам самого хорошего. Я с вами на сегодня прощаюсь, иду отдыхать. Пока-пока. Счастливо. Работку покажу сейчас поближе.